Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Следующее занятие у нас посвящено, и ролик посвящен навыкам письма. У ребенка могут быть следующие проблемы. Он может заменять буквы и путать их. Например, У и И путать при письме. Ш и Щ, это очень часто дети путают. Б и Д. В буквах перепутываются элементы, то есть порядок элементов. Или буквы зеркалятся. Аналогично бывают буквы разного размера. Буквы не могут удержаться в одной строчке, не помещаются в строке, и ребенок сначала пишет большими буквами, к концу строчки он делает их совсем маленькими, узенькими, чтобы как можно больше букв влезло и не надо было делать перенос. Ребенок сильно нажимает на ручку при письме или наоборот, он очень слабо держит ручку. Обычно у детей с дислексией чаще всего встречается, что дети сильно давят на ручку. Ребенок имеет трудности в оформлении домашней работы. Что же мы делаем, чтобы развить навык письма и поставить почерк? Из-за чего возникают эти проблемы? И что же с этим делать? Для устранения этих проблем мы сделали наши прописи. Дело в том, что проблемы с письмом часто возникают у детей, когда руку ребенку начинают ставить очень рано, когда его просят по прописям таким простым для детей от 2 лет соединять линии по дорожке, там, рисовать дождик, капельки. Такие действия, когда ребенка рука еще не готова, приводят к тому, что ребенок начинает сильно нажимать на карандаш. Или наоборот, приводит к тому, что он очень слабо давит на карандаш. Первым делом нужно научить ребенка грамотному нажиму. Для этого мы учим ребенка штриховать. У нас в прописях есть вот такое упражнение, при котором ребенок с разным нажимом закрашивает зайца. Например, здесь может быть такая история, что одного зайчика нужно спрятать от волка. И тогда мы заштриховываем зайца сильно-сильно-сильно. И в другом случае зайца нужно спрятать от волка, но так, чтобы его нашла мама. Поэтому следующего зайца мы штрихуем не так сильно, с меньшим нажимом. Следующего зайчика, например, нужно спрятать просто потому, что он любит играть в прятки. И тогда мы рисуем совсем легким нажимом. В прописях специально сделано упражнение не только на штриховку, но и на рисование волны, на рисование спиралей и на рисование пружинок. Эти упражнения помогают ребенку научиться правильно держать карандаш и действовать с нужным нажимом. Затем мы начинаем ребенку учить планированию деятельности. Для этого мы соединяем точки. В прописях приведены упражнения там, где ребенок должен соединять точки. Притом для того, чтобы ребенок грамотно соединял точки, нужно смотреть на ту точку, куда он хочет попасть, а не на то, как он ведет линию. В прописях множество упражнений, которые позволят вам соединить, как говорят художники, руку и глаз, чтобы рука делала то, что хотят глаза. Для этого я вас адресую к прописям и посмотреть, что там предложено. После того, как ребенок научится штриховать, рисовать волны, рисовать пружины, спирали, зачеркивать точки, соединять их, переходим к работе с трафаретами. Дело в том, что трафарет – это может быть любой предмет, который вы обводите. Для того, чтобы легко делать эти задания в любой ситуации, можно использовать в качестве трафарета руку. Ребенок обводит руку. Дальше делает следующее упражнение. Он ставит коротенькие черточки. Смысл этого упражнения, что он должен покрыть этими черточками всю ладошку, не попадая второй раз в ту линию, которую он уже нарисовал, и делая это в разброс. Следующее упражнение еще с трафаретом. Упражнение называется параллельная штриховка. Если у ребенка рука стоит уже правильно,
он действует с правильным нажимом, он умеет планировать деятельность, умеет соединять точки. Следующее упражнение – это штриховка параллельными линиями. Когда у ребенка рука расслаблена и движется легко, то это упражнение ему делать достаточно легко. Мы переходим к следующему уровню сложности. Это работа уже с линейкой. Когда ребенок соединяет точки, но соединяет их уже в ограниченном пространстве, в линейке. Здесь очень важно, что ребенок вначале действует по подсказкам, а дальше он сам должен расставлять точки, чтобы делать эти упражнения самостоятельно. И последняя часть упражнений в прописях – это умение расставлять точки. Это умение от общей буквы перейти к элементам буквы. То есть ребенок ставит точки, разбивает букву этими точками на элементы. После этого он снимает с прописей кальку и соединяет букву по точкам. Сделав такое упражнение с несколькими буквами, ребенок легко после этого научается копировать буквы любого алфавита, потому что он понял, как разбивать от общего к частному и потом соединять это поэлементно. Детям очень нравится работать с прописями нашими, и они любят сами сочинять задания, аналогичные прописям. Поэтому сразу рекомендую вам помимо прописей завести альбом, в котором ребенок будет придумывать себе задания, аналогичные прописям сам. Можете вы что-то ему придумывать, он будет делать, а он придумывать вам. То есть он становится учителем, обучает вас, как красиво писать, а вы играете с ним в ученика и меняетесь периодически местами, то вы учитель, то он учитель. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ждите новых роликов. До новых встреч!